Добрый день. Меня зовут Светлана Тихановская. Но уже год для своих детей я – это еще и их папа, Сергей Тихановский, которого они не видели все это время. На слушаниях в комиссии по пыткам я – 17-летний Никита Золотарев, которого избивали на допросах, когда он просился к родителям. На встречах с диаспорами я – Наталья Херша, белорусская и гражданка Швейцарии, которая уже 10 месяцев в тюрьме за одну сорванную с силовика балаклаву и последние 1,5 месяца провела в карцере. В обращении к Международному олимпийскому комитету я боец Алексей Кудин, который не дал избить себя в августе и сидит в московском СИЗО в ожидании экстрадиции в Беларусь. На Совете иностранных дел Евросоюза, когда я говорю, что санкции должны быть быстрыми, я Степан Латыпов, для которого каждый новый день – это страх снова пройти через пытки в пресс-хате. И изо дня в день я – это каждый белорус, который невинно заключен в тюрьму по политическим мотивам. Каждый день, проведенный там, это физическая и моральная пытка. Поэтому мы, белорусы, не можем допустить торга с жизнями этих людей. Мы вернем домой их всех. И для этого мы уже сейчас готовим решение, чтобы когда придет время, у нас был механизм, по которому буквально за 2 дня тысячи невинных людей вышли бы на свободу. Мой представитель по правовым вопросам Сергей Зекратский в координации с другими демократическими силами подготовил проект акта, который и является таким решением. И он расскажет о нем подробнее. Проект называется «Акт об освобождении от ответственности, восстановлении в правах лиц, подвергнувшихся преследованию по политическим мотивам». По сути, этот документ дает решение, как белорусы смогут выйти на свободу, чтобы мы могли сделать это уже в первые дни, когда появится политическая воля. Проект опубликован на сайте Светланы Тихановской для публичного обсуждения. Там вы можете оставить свои комментарии, и мы на них ответим. Первая статья акта включает тех, кто был осужден или обвинен исключительно по политическим статьям. Это 21 статья Уголовного кодекса, среди которых самые популярные – оскорбление президента, разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков и тому подобное. Все эти статьи использовать исключительно для репрессий над несогласными. Поэтому люди, осужденные и обвиняемые по ним, начиная с 8 мая 2020 года, выйдут на свободу и будут амнистированы в течение 2 суток с момента подписания акта. Это значит, что Игорь Лосик, Павел Северинин, Сергей Тихановский, Ольга Златарь, Мария Колесникова, Макс Знак и еще более 1000 невинных людей вернутся домой в течение 2 дней. Но этот список гораздо шире, чем база политзаключенных, признанных правозащитниками. Вторая статья акта. Она включает тех, кто обвиняется или осужден по статьям, которые сами по себе не являются политическими. Это могут быть экономические преступления, неуплата налогов, коррупция, в которой часто обвиняют неугодных предпринимателей или руководителей СМИ. Однако по этим статьям наказывают и реальных преступников. Поэтому те, в отношении которых были возбуждены дела с 8 мая 2020 года, получат возможность пересмотра этих дел в честном суде. А до этого момента они также будут освобождены из тюрем под подписку о невыезде из Беларуси. Кто сейчас обвиняется по этим статьям? Виктор Бабарико и другие участники дела Белгазпромбанка, Марина Золотова и другие работники Тутбай, председатель пресс-клуба Юлия Слуцкая и все ее коллеги. Все эти люди также вернутся домой в течение 2 дней с момента подписания акта. И мы уверены, что дела большинства из них будут закрыты при пересмотре. Третья статья акта. Она включает тех, кто получил административную ответственность по политическим статьям, вроде статьи 23-34, начиная с 8 мая 2020 года. Все, кто еще отбывают сутки, будут освобождены в течение дня. А все, кто выплатил штрафы, смогут в будущем получить компенсации. Это значит, что журналист Александра Ивулина, активисты Виталия Буйновского, оштрафованного за флаг Японии, пенсионерки Ираиды Миско, которую судили за бело-красно-белую пастилу, и десятков тысяч других белорусов будут сняты все административки. Также акт включает статью, по которой политически уволенные, начиная с 8 мая 2020 года, подлежат восстановлению на работу. Это значит, что академик Александр Мрочик сможет вернуться на работу в РНПЦ кардиологии. Доцент Наталья Дулина снова сможет учить студентов МГЛУ итальянскому. Гимнастка Мелита Станюта сможет вернуться на телевидение, если она захочет. И важный момент. Все, кто будет амнистирован, выйдет на свободу, ожидая пересмотра своего дела, смогут участвовать в новых выборах. Я увижу своего мужа, Игоря Лосика, в течение 2 дней после начала работы акта об амнистии. И первое, что мы сделаем,
Мы будем просто наслаждаться обществом друг друга. Я, он и наша дочь, из жизни которой он пропустил уже целый год. Многие мои знакомые и друзья-спортсмены пострадали за их гражданскую позицию. Отбывали аресты на сутках, выплатили штрафы, как и тысячи других белорусов. Благодаря акту об амнистии они смогут рассчитывать на компенсацию штрафов. А все, кто на момент начала действия акта будет отбывать сутки, в течение всего одного дня станут свободными. Чтобы приблизить будущее, мы должны в него поверить. И я верю, что этот день скоро настанет. Эдуард Бабарико задержан не по политической статье. Его обвиняют в экономических преступлениях, которых он не совершал. Но он все равно может выйти в течение 2 дней под подписку о невыезде, пока его дело пересмотрят и снимут с него все обвинения. А его отец, Виктор Бабарико, сможет принять участие в президентских выборах. Мария Колесникова уже 10-й месяц находится под арестом. Статья, по которой ее обвиняют, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, применяется для политического преследования оппонентов действующей власти. Такие статьи придуманы и используются для того, чтобы посадить в тюрьму любого человека, который не согласен с происходящим в нашей стране. Акт об амнистии – это один из возможных механизмов освобождения политзаключенных. Если такой закон будет принят, то Маша и все обвиняемые по другим аналогичным статьям смогут выйти в течение 2 суток и получить амнистию без пересмотра дела. Главное, помните, нам всем вместе строить новую Беларусь. И поэтому мы не допустим торга и полумер, а будем бороться за свободу каждого.